Близнецы, я приветствую вас. Меня зовут Ева Лехцер, вы на моем канале. Сегодня с вами смотрим ваш второй прогноз на сентябрь 2024 года. Мы с вами входим в осень, посмотрим, какие энергии вам принесет первый осенний месяц и в целом, что вам необходимо запланировать для того, чтобы этот период для вас был максимально продуктивным и плодотворным. Поэтому приступаем с вами к раскладу. Вы также настраиваетесь на визуальный ряд, потому что помимо того, что я вам озвучиваю, по визуальному ряду арканов вам идет дополнительно своя индивидуальная информация. В особенности, если у вас очень хорошо работает интуиция. Настраиваемся и начнем. Итак, близнецы. Карта просится сама. Видимо, оставим ее как фоновую и выложим остальные. Основные энергии месяца. Работа, финансы, здоровье, личная жизнь и рекомендации от карт. Так, сейчас выложу так карты, чтобы вам было хорошо видно. И приступим. Фоновая у вас вышла 4 монет. Это карта стабильности, это карта контроля, это попытки удержать то, что вы имеете в жизни. Неважно, будет это финансы, здоровье, отношения или стабильность на работе. Но в любом случае это, знаете, как остаться при своих интересах. Это как бы основной посыл, который вам дают карты. То есть держитесь за стабильность. А если мы будем рассматривать общая энергия месяца, у вас здесь ложится 5 жезлов. То есть отстаивать эту стабильность придется через борьбу, через конкуренцию, через отстаивание в первую очередь своих полномочий, потому что здесь бороться за свое любой ценой. Если оценивать вопросы работы, по 8 мечей, с одной стороны, это нет активных перемен или назову там перспектив карьерного роста, но вместе с тем нет и увольнения или вопросов сокращения. 8 мечей – это когда вы связаны какими-либо обязательствами и выполняете свою должностную инструкцию. В чем-то как бы монотонно, скучно, рутинно, но тем не менее стабильно. У некоторых, для тех, кто у нас на данном этапе не работает или ищет работу, сама по себе 8 мечей указывает на ряд сложностей и преград, которые не позволяют вам работу найти. Ну или в целом данный аркан может говорить о том, что вы сейчас не в состоянии повлиять на ситуацию, вы как бы связаны по рукам и ногам, и, возможно, вам потребуется помощь со стороны. Так ли это? Давайте раскрывать и анализировать. Оцениваем в первую очередь ситуацию для тех, кто сейчас не работает и работать не может. 3 мечей, она по сути подтверждает таково положение вещей, а именно, что работы здесь не будет, заработка дополнительного не будет или трудоустройства. То есть приходится рассчитывать только на свои силы, в чем-то, может быть, находиться в режиме экономии, потому что 5 жезлов, она сама по себе предполагает борьбу или с финансовыми трудностями, или ситуация, когда нужно очень четко выверять все ваши расходы. Для тех же, кто у нас является соискателем. 9 мечей. Переживания и страхи. Вместе с тем это какое-то томление, угнетение от того, что вы не можете повлиять на ситуацию. Все остается неизменным. Вас это пугает, потому что вы не ощущаете стабильности. Здесь это не значит, что нужно сидеть сложа руки и, как говорится, сидеть там в расстроенных чувствах и горевать по этому поводу. В любом случае прилагайте активность, общайтесь, ходите на собеседование, рассылайте резюме. Может быть, в сентябре, как это и будет период застоя, но как знать, что вам принесет октябрь. Но в любом случае ваши активные действия, они дадут результат. Это не повод для отчаяния. Если вы у нас являетесь наемным сотрудником, то здесь 2 чаш говорит о плодотворном сотрудничестве, о ситуации, когда, бывает и такое, вы можете одномоментно тянуть работу за двоих, и 8 мечей повлиять на эту ситуацию вы не в состоянии. Например, ваш коллега заболел или ушел в отпуск, и, так сказать, вам нужно будет подтягивать его фронт работ. Но опять же, 8 мечей, 2 чаш – это связать себя обязательствами, новым договором или новым контрактом. Например, помимо основной деятельности вы можете взять еще какую-то подработку на полставки, то есть и тянуть для себя 2 направления. Для тех же, кто владеет собственным бизнесом, здесь по королю чаш. Развитие вашего предприятия напрямую может зависеть от мужчины водной стихии, рак, скорпион или рыбы, которые так или иначе будут влиять
на развитие ситуации, на текущее положение вещей в вашей компании. Плюс 8 мечей – это связать себя обязательствами, может быть новый договор, новый контракт, но в любом случае вам он крайне необходим, потому что 4 монет – это то, что вам даст стабильность, сохранение и, скажем так, текущей структуры, текущего положения вещей и впоследствии может дать развитие. Финансовая сторона вопроса. Здесь у нас ложится паж мечей. Сам по себе аркан у нас, безусловно, не предполагает приток денег. Это больше, знаете, как ситуация наоборот, где взять. Потому что паж мечей – это у нас всегда аналитика, это поиск, это анализ ситуации. И в целом попытки сопоставить ваши доходы и расходы. Оценивая финансовое положение на сентябрь, могу сказать, здесь придется поужаться, потому что очень много базовых, так сказать, финансовых моментов, которые нужно будет закрыть. И здесь придется отказывать себе в каких-то, может быть, приятных мелочах. Безусловно, что эта ситуация касаться не может всех, так как у всех разный социальный статус, разные финансовые потребности. Но вместе с тем, даже если вы очень состоятельные, у богатых людей свои запросы, это также может влиять на то, что вы от чего-то отказываетесь, где-то экономите, ради каких-то ваших будущих супер покупок и свершений. Если анализировать вопросы здоровья, а здесь ложится 5 мечей, я хочу ее раскрыть, чтобы было понятно, о чем здесь идет речь. Так. 7 жезлов, 9 жезлов и, как мы видим, карта мир. Обратите здесь особое внимание на вопросы иммунитета, потому что для кого-то может идти повторяющаяся ситуация. Как правило, это вирусная инфекция, которую вы можете подцепить. Карта мир или в поездках, путешествиях, или просто ваши знакомые, которые приехали из путешествий, могут передать это, так сказать, вирусную инфекцию. Потому что 5 мечей, как правило, это острое респираторное заболевание. И вот в связи с этими картами это ситуация, которая требует укрепления вашего иммунитета, ваших сил. То есть особый акцент на вашем состоянии здоровья. Вопросы личной жизни. Здесь у нас ложится аркан Солнца. Но вот здесь, как мы видим, плодотворный и продуктивный период, потому что Солнце – это всегда радость, это теплота, это счастье, это любовь, это гармоничное построение союзов. Будем сейчас с вами смотреть и раскрывать, как отозвется для вас этот аркан. Оцениваем ситуацию для тех, кто у нас на данном этапе свободен. И здесь по 3 монет. Во-первых, может отыграться в 2 аспектах. Сейчас объясню почему. Дно колоды у вас 9 чаш. И обратите внимание, здесь он посвящает время себе. Это самодостаточность, это роскошь, это ситуация, когда вы кайфуете от того, как вы проводите время. Поэтому парадокс, но факт, может отыграться как самодостаточное одиночество, а может отыграться как ситуация служебного романа. И даже если вы, допустим, не работаете, находитесь у кого-то на содержании, эта карта зачастую говорит не обязательно о том, что вы должны строить отношения с человеком, с которым вы работаете плечом к плечу. Это ситуация, когда вы можете кому-то обратиться за услугами. Не знаю, пошли вы к стоматологу, познакомились с человеком, но ваше знакомство происходит на базе, на почве деловых отношений. И у вас может завязаться роман. Для тех же, кто у нас находится в любовных треугольниках. А вот здесь 4 чаш. Это ситуация, когда придется пролить свет на текущее положение вещей, понять, что вас не устраивает, являются ли для вас эти отношения структурными, счастливыми, полноценными, несут ли они вам гармонию в вашу жизнь, потому что придет ясность и понимание, с кем в союзе стоит остаться, а с кем стоит его разорвать. И если вы у нас в стабильных отношениях, то здесь по королеве чаш это любовь, это гармония, это процветание. Плюс оба аркана сами по себе могут указывать на успешный период зачатия, впоследствии, конечно же, деторождения. Это ситуация, когда женщина водной стихии, рак, скорпион или рыбы может плодотворно влиять на ваш союз, вас сплочать, решать какие-то конфликты. Ну а в целом это ваша дипломатичность, это забота и любовь по отношению к партнеру или партнерше и, соответственно, все то, что скрепляет ваш союз. Рекомендации от карт. Здесь у нас ложится паж монет.
Аркан нового опыта, новых возможностей. Аркан достижений, когда вы шаг за шагом идете к более великой цели. Это же, конечно, карта, которая говорит о том, что вы можете сделать акцент на ваших детей, на ваших внуков, заниматься ими, аспектами их образования. Опять же, в отношении вас это ваше, может быть, обучение. Если специфика вашей деятельности позволяет вам быть для кого-то наставником, обучать, вести за собой, то вы также будете активно использовать эти энергии. Но основной посыл, паж монет, это также всегда расчет, но расчет больше материального характера, это структура, это позиция всегда, а насколько мне это выгодно. Поэтому вы здесь будете оценивать, стоит ли вкладываться в какие-то проекты, стоит ли что-то приобретать, ну, стоит ли во что-то инвестировать. То есть для вас это будет новый опыт и новые аспекты финансовых возможностей. Ну а самый главный посыл, это как с умом распоряжаться вашими ресурсами. Смотрим неожиданность периода, что будет здесь. У нас здесь совы, лиса и карта книга. Дно колоды у нас мышь. Здесь проявление мудрости. В чем она заключается? Во-первых, если вам посвящают какую-то информацию, какую-то тайну, то хранить ее, не делиться этой информацией с иными людьми, то есть быть закрытыми. Опять же, ваши цели, планы или начинания должны быть сокрыты от посторонних глаз. Опять же, обретение мудрости сквозь или через, назову так, поиск необходимой или сокрытой для вас информации, потому что это то, что сокрыто от других, но это будет как вашим козырем или вашим конем. В негативном ключе этот ряд карт может указывать на то, что вы можете повестись на какую-то ложную информацию, поэтому все, что поступает в ваше энергополе, перепроверяйте, анализируйте, так сказать, поддавайте всестороннему суждению, чтобы не ошибиться, не повестись на какие-то фейки. Опять же, здесь есть риск обмана в документах или ситуация, когда вам могут подпихнуть какие-то поддельные документы. Если вы сами пытаетесь приобрести какие-то сфальсифицированные документы, будь то там водительские права или что-то еще, не стоит этого делать, потому что, как показывают карты, дно колоды мыши, придется потом за это заплатить. Поэтому здесь, знаете, говорю, не рискуйте. И в целом это момент фальсификации, то есть что-то могут подтасовать, допустим, если касается это соревнований, может быть, какого-то конкурса. Здесь это нужно как-то будет впоследствии придавать огласке. Опять же, это в целом ситуация, когда вам идет акцент быть крайне внимательными и осторожными с бумагами. То есть вы подписываете какой-то банковский договор или в целом с кем-то какое-то соглашение или трудовой договор. Читайте абсолютно все, перепроверяйте все, что там мелким шрифтом указано. Потому что, знаете, как не досмотрели и попали в ловушку, которую подписали сами. В целом, еще эта ситуация, когда может быть, как в отношении вас, ложный донос или какая-то анонимка, или если вы, допустим, вышестоящее лицо, руководитель, то вам могут поступать такие известия, и вам нужно будет разобраться в том, насколько эта информация правдива. Вот такая у вас энергия на сентябрь месяц. Смотрите, на самом деле, если мы оценим, наиболее значимым это у вас вопросы личной жизни. Во всех остальных сферах этот месяц является проходящим. Поэтому фокусируемся на позитиве, фокусируемся на самом важном и меняем свою жизнь в лучшую сторону. Я вам это искренне желаю. Закрываю все в таковом ключе. Вы, пожалуйста, по прошествии периода напишите, дайте знать, как по факту для вас отзовется эта информация, как она отыграется и какие перемены произойдут в вашей жизни. Буду вам признательна за энергообмен. С вами, конечно же, не прощаюсь. Услышимся в следующих видео.